Это получается наша Вселенная или не наша Вселенная? Да, выглядит как наши. А что за цивилизация там? Какие-то, ну, инопланетяне явно, но они высокие, у них худые руки, большие длинные пальцы, и вытянутая голова, и они непонятно, добрые или положительные или отрицательные. Вокруг тебя никого нету? Не, я просто смотрю, чьи это тоннели с проводами. Это у них где-то глубоко под землей. Сейчас я вот смотрю на их планету, она как Земля, только более такая кислотненько-зеленая. И она на вибрациях повыше. В смысле, не вибрации, а измерение как-то более четвертое, пятое, 4,5. Вот. Просто какие-то. Ну, я вижу, что у меня душа, ей почему-то было это интересно посмотреть. Тут, ну ничего. А почему интересно было посмотреть? С чем связан Мне интерес не. души? Вот и мне тоже интересно, но что не приходит ответ. Какой-то тут. Вот сейчас я вижу какой-то такой, знаешь, этот вот магнит, и от него идут вот так от севера к югу, вот таким вот образом. В форме бублика магнитное поле. На этой планете я вижу, и оно и как будто сделано из проводов. И э, какая-то технологичная цивилизация, но при этом она не видно, что она стремится к киберпанку, к киборгам. То есть у них, вот, наверное, это было интересно. По крайней мере, мне сейчас вот это интересно, что обычно, ну, в моем представлении, если цивилизация стремится к технологиям, то она идет к трансгуманизму, к киберпанку, к киборгам. Ну, то есть объединение этих существ с технологиями. А тут у них как-то одновременно и технологии, и при этом они еще не кибер, ну, не кибернизируются, в общем. Вот, наверное, вот это было интересно. Но это, знаешь, это я чувствую, находится недалеко в смысле во Вселенной от нас. Максимум в паре галактик от нас. А давай ты сейчас перенесешься туда. Готов это сделать? Да, я что-то есть. Ты перенесся уже на место прям? Ну, я же был как-то то в хрониках, то там, туда-сюда, но теперь точно тут. Можешь описать, что ты видишь? Ты Сейчас я, сейчас кстати, где планета, да, находишься? да, сейчас в орбите. Я вот, кстати, вот ты как сказал, что ты видишь, я почему-то увидел перед собой какой-то как будто 20-этажный золотой цветок, он распускается, и у него там какая-то красная ягода круглая. Она размером с. То есть она круглая, как редиска, и цвет как редиска, но она еще такая мокрая и подсвечивается немного. Просто рядом с планетой какая-то.
какой-то цветок. У него внутри вот такой вот плод. Ну или это середина цветка. А что это за явление такое? Не приходит. Не знаю. Сейчас я вижу, что у этого цветка появляются руки, он режет планету прям. И этот цветок, он прям, я вижу, как больше планеты даже. И он так вот разрезает. Вот. Представь глобус, и ты по глобусу пальцем вводишь. А для чего он это сделал? Он говорит, чтобы отделить нечистоплотных. Ну, у них тут какие-то свои уроки. Что тут какой-то свой сюжет происходит. Это прям целая книга. Я вижу C5324/E3. Это книга об этой планете. C5324/E3. Ой, не слэш, а тире. А C5324. название там можешь увидеть это планеты? Космиус. Космиус. Планета, скорее всего. Почему-то я вижу это название под планетой, как будто на их нижнем полюсе. На южном. Там не серые находятся? Ты вот по Нет, описанию как описал, как они как серые. Нет, не серые? нет, я такого не чувствую вообще. То есть это совсем не похоже на серых. В смысле по энергии. Ну, кстати, по описанию, да, что у них технологии, что они высокие, такие тоже серенькие, худые. Но я почему-то не чувствую, что они как серые. Хотя, может быть, но я говорю, я такого не чувствую. А посмотри, ты там можешь с кем-нибудь пообщаться, нет? Такие тут странные фигуры. В смысле, ну, люди. Ну, наверное, из-за того, что мы вообще в другой галактике, тут прям довольно-таки по-другому все. Ну, тут я вижу, у орбиты есть какие-то наблюдатели, и они в форме э, этих, в облике, в смысле, животных, которые, скорее всего, на этой планете были. У нас таких животных нет. Но это, судя по всему, смотрители какие-то. А перенесись к ним, пожалуйста. Угу. Вот этот один. А кого они Ой, напоминают тебе? ой, да тут, я тебе говорю, тут такого у нас нету. Это похоже на... Вот сейчас вот этот, который видит каким я. У него имя, кстати, такое какой-то Реаклус. Реаклус. Реклус. Реаклус. Что-то вот в этом роде. И он такой ну, скорее всего, какой-нибудь Реаклус. Реаклус. В общем, он как... Ой, как называется этот... я забыл животное, у которого хвост красивый распускается. Павлин. Павлин? Да, вот у него голова и шея похожи на павлина, при этом туловище чем-то напоминает цаплю, и у нее еще такие красивые перья с кругами и точками внутри этих кругов. И вот я тебе говорю, это какой-то вот как такой вот гибрид, но это все равно, ну, это вот только оно похоже на это. Вот примерно вот так я могу это описать. Вот именно вот этого человека. Там еще другие есть, которые чем-то похожи на жирафов.
Проверь его, Другой пожалуйста. кого? Этого, который Да. Реакус. Его свет какой-то такой жидко темно-синий. Оно не похоже на свет. Оно как будто, ну это как свет, но он, он сделан из воды, из чернил каких-то. Так что я не знаю даже. Сейчас я вообще ДНК проверю, это мы еще не проверили. Но он не поменялся никак. Сейчас еще раз проверим. Ну, он стал более абстрактным каким-то, но таким все равно он напоминает павлина и цаплю. Но сейчас я у него глаз вообще не вижу. И ушей. Но и вот свет у него, вот я тебе говорю, он какой-то... Вот представь, чернила не жидкие, а такие довольно даже густоватые. И вот у него этот вот свет, у него не то, что от него исходит вот так, а у него чернила от него так. Только я как-то ауру стал его видеть еще, как-то вот, вот вокруг него такой слой ауры я вижу. А задай ему вопрос, кто он. Кому он принадлежит? Он к темной Он, цивилизации, к светлой цивилизации относится. он говорит, это ваши вещи. У нас тут такого нет. Я вообще занимаюсь тем, чтобы смотреть и записывать историю этой планеты. А как планета называется? Можете сказать? Э, На ваш лад это будет как космоус. Ну, Как как ты и говорил, да? космический ус. Как будто. А что за цивилизация там проживает? Э, Ну, они вот просто как мы, земляне, а они тогда космоусцы. Вот. Логично. Мгм. Но он не говорил про земляне, он просто сказал, что это я потом добавил. А они, получается, имеют также структуру тел, как и наши тела физические? Нет, они сейчас уже на другом уровне. У них осталось примерно 13-14% от физического тела. То есть они почти уже перешли полностью. Но он мне, кстати, вот почти ничего этого не сказал, это я вижу просто. А вы находитесь в нашей Вселенной? Да, да, я в вашем кластере нахожусь, он так говорит. А с кем мы можем пообщаться и прогуляться по этой планете? Подскажете? Он говорит, вот туда, и он показывает мне на Северный полюс, там есть какая-то обсерватория, там собраны какие-то высшие умы этой планеты. Идем туда. Перенесись, пожалуйста, туда. Ты сейчас там. Я вижу ледяной как будто замок. Ледяной как будто Тадж-Махал. Похожий. Я прям такой прям холодок даже чувствую. Что Немного. еще видишь? Ну, тут очень похоже, в принципе, на наш Северный полюс. Я вижу даже что-то типа пингвина. Но он какой-то вообще такой страшненький пингвинчик. Внутри я вижу там одного человека, он как будто на троне сидит. Но я еще не зашел Пере- внутрь, я сканирую просто здание. Что-то мне тогда не А, хочется заходить. не хочется? Да, Почему? что-то там какая-то энергия не прикольная. Может, его просто сюда позовем? Пригласи его к себе. Это он какой-то король тут.
У него тут я вижу корона такая, но она символическая. Она на самом деле не существует. Это от его энергетики. Те, кто рядом с ним находится, кажется, что у него корона есть. Какой-то он тут важный человек. Но он, кстати, он почтен, что мы к нему пришли. Проверь его, пожалуйста, или по нашим технологиям. Он стал старичком с бородой. Ну, он такой не старичок, ему лет 43-45. Такой с бородой прям. Не седой, он не седой. То есть я вижу у тебя какой такой коричневатый цвет. Не, подожди, я его еще раз проверю. Ну, почти то же самое, только он стал как они. Ну, как они, вот эти высокие, худые. Он говорит, что, ну, вот тебе бы так было проще понять. Ну, я не против, в смысле, я. Так-то да, это как если бы он на нашей земле жил, тогда бы он выглядел вот как тот старичок. А вот то, что мы его с самого начала видели как короля, это вот я говорю, это у него такая вот энергетика, что создается иллюзия у тех, кто рядом, что он такой весь как король. Он предлагает нам пройти, там посмотреть на основные точки этой планеты, где города есть. Ну тут какой-то, я не знаю, тоталитаризм. Ну, давай пройдем, пускай покажет нам эти. Ты знаешь, тут вот чувствуется какой-то контроль, но при этом людям нормально. Они как будто даже так и хотят. То есть тут, ну, тут чувствуется, что вот, допустим, вот этот вот король он управляет, но людям это и даже нормально. Они, они так и хотят. Ну, то есть обычно когда контроль, тогда это что-то негативное, а тут контроль, и люди люди говорят, да, мы так и хотим. Мы тут пришли в какой-то город, у них тут, естественно, другие континенты. У них как будто бы, вот знаешь, как если бы Австралия была там, где Аляска. Нет, там, где Канада, примерно. И вот тут есть вот как один большой-большой город. Он я бы сказал, это похоже как раз, два, три, 7, 8, 9, 11 11, ну, городов Москва в одном месте. Вот представь, их рядом всех поставить, и вот тут такая вот прям сильная точка. Таких еще точек, он говорит, есть 4-5. 4 больших. Там в основном люди живут. В остальных людей почти нет, или те, кто хотят просто сами по себе жить. Обычно они или живут в вот таких бы городах, или полностью сами по себе. Нету такого, что дачи как-то. Вот нету такого, что человек тоже в городе, а бывает уезжает в дачу. Он либо решает уехать за город на лет 20, или же он живет в городе. Вот. Может быть, вот поэтому мне было непонятно, почему, ну, я с самого начала говорил, что как будто тут есть технологии, но при этом тут как бы природу не особо. Вот, наверное, потому что у них в основном есть только точки такие, а остальное они не трогают. Вот. А живут они так же, как у нас, вот дома расположены там, высотки, одноэтажные дома, или в каких они помещениях живут? Они, Есть ли звери у них там, растения?
У них я вижу намного меньше животных, меньше разнообразия. Они животными практически не питаются. Вот у них есть пару животных, вот как бы если бы у нас питались только курицей и какой-нибудь, не знаю, говядиной, и все. Они остальных не трогают. У них строгая какая-то диета, и отчасти потому, что и на этом этот, как король, он хочет акцентировать внимание, что ну, не отчасти, а по большому счету, потому что они уже почти перешли на уровень, где им не надо такой грубой пищи. А, и у них вот тоже растения, вот, у них растения такие, как будто они сами по себе наполовину как животная пища. Вот, поэтому они могут как растениями питаться, это для них все равно будет уже что-то такое грубоватое. У них планета на растительность, на разнообразие флоры, фауны такая не очень. Она такая пустоватая. Но у них как бы много деревьев, много всего, но у них разнообразия мало просто. Вот. Но это неплохо, это просто у них такая планета. Вот, про этих, про здания. Я у них вижу, они более такие вот, они берут камень и из него выделывают такую скульптуру, которая бы стала а, для них жильем. Они не то что строят здание, то есть они не сооружают, они вот как из существующих камней, допустим, огромных или гор, они выковыривают и делают, что им надо. Вот. У них как таковых дорог, где машины и все такое, очень мало. Это избытки прошлого. Э, Нет, не избытки, что за слово. Ну, в общем, это у них было давно очень. И у них стадия машина была лет 50. То есть они 50 лет машины делали, потом у них появилась технология, где этого не надо было делать. Вот, но у них тут совсем другие уроки проходятся. У них, ну не совсем, конечно, но у них, я чувствую, у них другие сюжеты в жизни проходятся. У них другая жизнь, другие ценности. Ну, слушай, интересно. А вообще вот их, получается, планета, куда мы сейчас попали, в какой галактике находится? Можешь сказать? С двух от нас. В противоположную сторону от, вот если Альфа Центавра там, то в ту сторону, в противоположную. И через еще одну галактику будет вот это. Ну, название он тебе не говорит, да? Не, он говорит, это у меня тут еще у меня не совсем получается смотреть точно. Я его А смотри, ты знаю. сейчас четко прям сейчас видишь вот эту галактику, и тебе приходит ее название. Может быть, Холтирус, Холтрус. А давай я ему сейчас вопрос задам. Это ваша галактика, ваша планета находится в галактике Холтрус? Мгм. Да. Она такая круглая, она не спиральная. Она без спирали. А как долго они живут, спросили я у них. 500-700 лет.
А насколько опережают они нас в развитии? Но они не опережают. Мы не опережаем. Говорят, мы просто на другом уровне. Вы будете на очень более высоком уровне, когда вы, ну, через время. Ну, то есть они раньше нас начали, раньше нас появились. Если бы мы появились в одно и то же время, то мы бы сейчас были намного более развитые, чем они. Ну, я так понимаю, у нас развитие немножко по-другому идет, не как у них. Да, у них совершенно, ну, не совершенно. У них другие вообще вещи проходятся. У них другие уроки жизни, у них другие как-то, ну, архетипы у них другие. А у них, смотри, тоже есть мужчина, женщина, или как они, допустим, как у них Да, ребятишки на свет появляются. да, да, мужчина, женщина. Тут все так же. Процесс, он от нашего не особо отличается. Но архетипы у них другие. Вот как вот в Таро картах. У нас свои, у них отличаются на там где-то 70% карт у них другие. У них там только самые такие основательные карты, такие же. Допустим, там нулевая карта, последняя карта. Это Я правильно какой-то понимаю, прилетел с крыльями, как будто ангел. Прям вообще типичный ангел какой-то прилетел. Я не знаю, что он тут делает. спроси, кто ты. Он, он меня знает. Какой-то вот ангел прилетел ко мне, просто он увидел, что я тут тусуюсь. Он был рад увидеть, что я тут такой-то осознанно такими вещами занимаюсь, пришел посмотреть. Ну, какая-то корзинка есть. Я не пойму, это он или она. Какой-то такой, как будто он, но со смазливым лицом. Проверь его по Сейчас, нашим да, технологиям. сейчас я его проверю. Не, вообще не поменялся. Я аж когда дотронулся, мне аж хорошо стало. И свет тоже яркий, красивый, бело-золотой. Илья, поприветствуй его, пожалуйста, мы приветствуем его. Да. Он тут прям, у него корзина какая-то с вкусняшками. Я не знаю. Че, он тебя угостить прилетел? Да, почему нет? Тут яйцо какое мне дал сладкое. Такое, ну, как конфета. Как киндер. Просто какой-то прилетел, я не знаю. Прям так хорошо рядом с ним вообще. И вот так вот Спроси, мы с ним дружим. спроси, вы друзья? Да, конечно, он меня тут обнял. Мы с тобой вообще давно дружим. Это, мы с ним первый раз осознанно видимся после моей инкарнации. Нет, подожди, мы еще с ним в детстве виделись, когда мне было 4 года. Он тебя навещал, получается? Да, я вспомнил я лежал, и он прилетел. Я это вот забыл, а сейчас вот вспомнил. А как имя Ну, его? Тебе сейчас приходит прям. имя? Что-то как-то Кирилл или Кристин. Кирин. 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 Давай я ему сейчас спрошу его. Твое имя Кирин?
Ну, так тоже можно говорить, ничего. Близко, достаточно близко. А вы, получается, на одном уровне с душой Ильи? Ну, мы с ним очень похожи, как-то этим говорит, вот как-то вот, сейчас я пытаюсь в словах преобразовать, вот как-то вот весельем к миру, вот таким вот, знаешь, веселым, таким добрым отношением он говорит к миру. Ну, он вот, мы с ним еще друзья до инкарнации, вот в смысле, мы с ним прям тусовались. Там мы с ним ходили по местам, придумывали разные игры, играли в них. То есть вы Вот. друзья с ним на тонком плане, получается? Да, мне вообще с ним так рядом очень классно. Прям я от архангелов не чувствую такого вот прям как от него. Мы с ним, походу, прям очень. А посмотри, вы родственные души? Нет, сейчас тебе придет ответ. Ну, нет, мы с ним просто очень близкие друзья. Мы с ним очень настолько сблизились, ну, что вот как бы изначально мы не родственные души, но мы с ним так сблизились, что вот как когда. Слушай, классно прям. Да. Может, его вот надо его, может, даже иногда звать, потому что такая от него энергия классная, я прям аж заряжаюсь, прям очень хорошо. А спроси у него, а если мы вот его будем призывать, как бы, как обращаться к нему конкретно, чтобы он появился именно? Он говорит, ну вот ты пока вот учишься, как правильно читать, пока можешь Кирим тоже вот как похоже на Кирилл, ну так как бы он больше как Кирилл или Крит, Критним, нет. Ну ничего, будем просто по-другому делать, Да, будем я призывать. тут пытаюсь подбирать, но он говорит так вот пока нормально, вот просто зовите, вспоминай мой образ, зови мое имя, чтобы вот говори, Кирим, приди, там, мы тебя зовем, или я прошу помощи, я тут, я всегда с тобой, я всегда смотрю, тут прям очень интересно смотреть за твоей жизнью. Вот. У него тут тоже, кстати, дела свои есть. Он тут интересный человек. А пусть он скажет вот про эту цивилизацию, куда мы сейчас пришли. Может он сам что-нибудь добавить, то, что мы вот узнали про нее, и он еще может что-то дополнить его. Но он говорит, что вот мне, как человеку, интересно будет потом оттуда немного брать информацию, чтобы исследовать технологии, которые я потом буду делать. Вот, и он говорит, что да, вот поэтому ты, в принципе, сюда прилетел, потому что тут в этой инкарнации тебе плюс-минус интересные вещи, которые вот здесь. Вот. Ну вот мы, Илья, получается, и нашли вот этот ответ, почему мы с тобой сейчас здесь находимся. Да. Ну что тогда, давай попрощайся, пожалуйста, с Не, этим. ну, Не-не-не, я кем? имею в виду с тем человеком, который нас делал экскурсию нам по Да. планете Ага. немножко. Объяснил Да, чуть-чуть. еще я с этим, с павлиноцаплей. Ты со всеми, Реаклус. со всеми там попрощался Да. с ними? Реаклус. Все. Ну все как бы. Ну все, давай вы сейчас с другом перенесетесь в хроники Акаши. Мы здесь, я захожу, мы заходим. Ну, мы зашли. Теперь в комнату диагностики.
правильно? Ну да, да, да. Мы зашли тут, я не знаю, от его энергии сразу все очищается так. И он тут с пальцем вот так щелкает, все сразу ставится. Блин, так вообще Очень классно с ним. интересно. Но он же знает, да, как мы что там делаем по поводу Да, защиты он воды зеркальной. налил, тут что-то давай попьем. Вода это хорошо. Он тут говорит так. Так, Чё, вода не туда пошла? не знаю, может быть. Ой, Слушай, а что он тебе может еще рассказать? Он может что-нибудь тебе рассказать? Откуда он тебя знает? Как давно? о, это вообще очень интересная история. Он говорит, ты вот вообще сам человек такой, очень любишь исследовать. Ну, он про меня. Всякие, вот прям самые такие уголки всего сущего. И я сам-то люблю смотреть за вот такими людьми, которые вот им лишь бы что-нибудь посмотреть. Ну Вот, да, это мы. вот. И он говорит, вот даже ты смотрел вообще такую вещь, которая, ну просто, ну никто ее не смотрит, а ты смотришь. Ну и я пришел к тебе и говорю, ну а что ж ты так это? Что тебе это интересно? А ты говоришь, ну а почему бы и нет? Все равно бесконечность таких вещей. Вот, и ты почувствовала, что я человек тоже вот такой вот, тоже я люблю лишь бы посмотреть, но не в плане вещи, а в плане людей. Вот, и мы вместе вот так вот, два сапога пара. И получается, он как-то вот говорит, что мы вот так вот вместе объединяемся, что я мог смотреть вещи, а он мне мог даже подбирать команду, чтобы мы вместе все это вот так вот смотрели. Потом мы вместе что-то исследовали, мы вместе ходили на приключения, мы вместе связывались с людьми интересными. Мы тут Он еще такой, какой-то у него такая харизма, он, а, с такой, как это, переговорщик. Он может с людьми связываться, находить. И мы там, с конфедерацией галактической тоже общались, там переговаривались, вносили всякие правки. Потому что вот он говорит, что у меня много всяких идей, но я особо ими не делюсь. Но он вот такой вот переговорщик, который через него и проносил идеи. Вот и так вот мы очень сильно сблизились. И вот у него постоянно с ним вообще, я вижу, вкусняшки всякие есть. Такие вот. Я терпел, ты говоришь, до такой степени у меня улыба прям вот на щеках, и все-таки засмеялся. Реально прикольно. Да, но ему интересно посмотреть, как мы сейчас будем чистить человека. Он тут на диванчик сядет, тут же у меня есть диван, и который стол, этот диван. Ага. Да, вот мы как раз тут воду пили. Он говорит, ну я вот То есть, это, если то не есть вы не против. он все-таки понимает, да, что мы хотели, что сделать, да, сегодня? Ну, ведь, судя по всему, да. Он говорит, ну если вы не хотите, я, конечно, уйду. Но мне интересно посмотреть, как вы это все будете делать. Не, ну как, не, пускай сидит, как бы мне тоже приятно, что он находится с нами. Говорит, если что, я помогу. Вот. О, кстати, еще будет полезно. э, Он же переговорщик, он может с биополем ему рассказать, показать. Если она отпускать не будет, он такой: "Ну ты же понимаешь, что как бы тут вы тут чистить пришли".